Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог. Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Не лысый таксист. Да, я вещаю из мобильного офиса. Пускай это будет так, офис на колесах. Ну, если вам так хочется, пускай это будет так. Спасибо, что заглянули на канал. Огромное спасибо. Также спасибо отдельное за комментарии. 90% позитива. То есть, значит, комьюнити меняется. Смотрят относительно адекватные и позитивные люди. Спасибочки. Также я хочу отдельно поблагодарить подписчиков телеграм-канала. Они мне выслали очень интересный скриншотик. Сейчас мы его обсудим. Вы видите QR-код телеграм-канала. Можете перейти, подписаться и также с нами что-нибудь обсудить. И эти оба скриншота QR-кода. Это мой канал музыкальный и влоговый канал. Все ссылки найдете вы в описании. Понравится, подпишитесь. Нет, ну прошагайте дальше. Ну и что, очередное чудо. Чудо очередное, да. Ну или дно пробили, можно тоже так сказать, да. Чудо дно пробило. Как вы думаете, Антонио Бандерас, кто был папа его? Так, не ржать, не ржать, я сам не могу. Да, я нашел, я нашел, спасибо подписчикам, они нашли это у пабликах. Тут даже вот сейчас я выставлю вам скриншотчик, пожалуйста, смотрите. Оказывается, да, вот почитайте внимательно, внимательно. Антонио Бандерас, по-украински это Антон Бандера, украинский и американский актер. Кинорежиссер, танцор, певец и гитарист, добившийся широкого признания в Голливуде. Сын великого патриота Степы, который кошек любил. Не будем даже его фамилию говорить. Дата рождения 10 августа 60 года, Малага, Испания. И что? Антон Степанович Бандера родился в 60 году в Малаге, Испании. В Испании, куда вынужден был бежать его беременная мать Ярослава Бандера из-за убийства москалями Степана Кошачьего. В общем, дно пробивает раз за разом. Я не знаю, кто это придумывает все. Ну, в принципе, знаете, они верят этому всему. Так как Гагаренко был, да, и пирамиды построили, они всему этому верят. Так что, ребятки, напишите мне. Вы верите этому? Или это уже просто стёб идет? Ну, дело в том, это на их пабликах, да, нашли. Так что это не стёб, это так вот людям забивают мозги, то, что это самые высшие разумом люди. Вот, ну а теперь мне хотелось показать вам ролики. 2 ролика я сделал, подборчик. Мнение украинцев о своем наикрашем Зе. Давайте посмотрим, что они говорят. Зеленский худший президент в Украине. Да ну, только узнали? У Украины не было порядочных президентов, все были говно собачье. Но этот Без превзошел комментариев. всех вместе взятых. Мало того, что он не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, так он еще и развел коррупцию до вселенского масштаба. А в условиях войны эта коррупция означает гибель военных, гибель гражданского населения. То есть на его руках не просто коррупционные деньги, а кровавые коррупционные деньги. Лицемерное, лживое брехло. Брехло по всем пунктам. Он обещал, что придет только на 1 срок, а уже баллотируется, готовится ко 2 выборам. Он обещал, если не закончит войну, он уйдет. Но он никуда не ушел. Он строил дороги от Чернигова до Киева. А как от такой кормушки-то? Куда деться-то? От Чернобыля до Киева. Для того, чтобы русским войскам было лучше проходить, разминировал Чингар. Тоже. Этот монстр просто паразит Украины. И самое интересное, знаете, сколько бы мы ни говорили про коррупцию, про эти все его кровавые деньги, ведь ничего не меняется. Яйца по 17, министр юстиции и энергетики неизвестно где. Ну как неизвестно где? В Европе, ну, все знают, он в Европе, несколько вилл построены хороших, хорошо живет, прекрасно. Ну о чем вы говорите, а? Люди радуются жизни. Ну, и вы порадуетесь за них. Миндич неизвестно где. Ермак на месте, прям в прямом смысле. И ничего не меняется. И
Я понимаю, наверное, все устали и от войны, и от всей этой информации. И, наверное, все думают, хуже не будет, но будет. Поэтому думайте, люди, думайте головой. Ну вот и тебе скажите, ребятки, будет ли хуже? Вот она сказала, думает, что хуже не будет, будет. Будет ли еще хуже? Я думаю, будет еще хуже. Катится, не знаю, 18-17 век все это там, оно и прикатится. Ну, это выбор их. Они выбирали Штайнцайт, ну и выбрали, в общем. Вы также напишите в ваших комментариях. Кстати, я смотрю в камеру, да, а то мне тут пишут, в камеру он не смотрит. Такая вам разница, смотрю я в камеру, не смотрю я в камеру. Хочу, птички, знаете, как тут орут, дачи красивые. Так, сбился я теперь. Да, напишите ваши комментарии, как вы думаете, будет хуже там или нет? Я думаю, да. Но я сказал уже, что да. Мне ваше мнение очень интересно. И теперь я включу вам еще один ролик. Это блогерша знаменитая на ТикТоке, Вика Чус. Ну, вы знаете ее, наверное, 90% все. Она сама с Украины, да. Она проживает в Германии несколько лет. У нее муж из русских немцев, скажем так, как вы говорите, ну, из переселенцев, да, этнических немцев. И она довольно такая вещает, неплохо вещает, скажу так. Я посматриваю иногда, ну, вот я решил тырнуть ролик у нее. Ну, перед тем, как тырнуть ролик, вернее, показать вам этот ролик. Рекламка. Cargo In доставит ваш груз по всему миру, Европе, США, странам СНГ, включая Россию. Поможет растаможить. Да, вы не расслышались, Россию тоже. Поможет растаможить быстро и без всяких заморочек. Фирма моего друга, поэтому реклама бесплатная. Спасибочки. А теперь мы смотрим Юлю Чус. Я не боюсь говорить, что я против действующей власти в Украине во главе с Владимиром Зеленским. Я не боюсь говорить, что если бы не Владимир Зеленский, в Украине давным-давно был бы мир. Ну, я ничего не буду говорить, знаете почему? Мне все равно. Вот мне вот ровно вот так по барабану, да. Это не моя страна, со страны ничего общего не имею, кроме того, что мои налоги почему-то туда уходят. А больше мне ничего там, да, вот вообще. Ни вверх, ни жарко, ни холодно, мне все равно. Все равно, это мое мнение. Поэтому пускай сами кашу разгребают. Просто послушаем человека, который вырос и жил на Украине. Я не боюсь говорить, что законы в Украине работают только для бедных. А правда, что так, законы для бедных? Господа украинцы, напишите. Я не боюсь говорить, что я против принудительной мобилизации мужчин. Я не боюсь говорить, что самые главные уклонисты в Украине находятся в Верховной Раде. Я не боюсь говорить на русском языке. Я считаю, что народ Украины язык не должен делить. Ну, делит же, делит. Мовные патрули там, да, то не скажи, это не скажи. Извиняюсь. Делят. Я не боюсь говорить о том, что границы в Украине должны быть открыты, а Конституция должна работать. Я не боюсь говорить про коррупцию в Украине. Такое чувство, что ее уже не победить. Я не боюсь говорить о том, что полиция в Украине работает против людей. Я не боюсь говорить, что власть Украины устроила геноцид. Я не боюсь говорить, что ТЦКшники ежедневно похищают людей. Ну, про поводу похищают, да. Очень часто ролики такие выходят. Но говорят, за эти ролики им нельзя, да. И тоже у них статья есть. Или кто-то выставляет, украинцы, такие ролики, им прилетает за это. А, ну, демократия же. Ну, это демократия по-украински. Я не боюсь говорить, что никакого единства между украинцами нет. Большинство украинцев считают, что их дом с краю, и они ничего не знают. Я не боюсь говорить о несправедливости заработной платы. Да, я уже говорил. На 2026 год Украина стоит на 3-м месте по заказам Бентли. Да. Депутаты получают намного больше, чем военные в Украине. И, наконец, я не боюсь говорить о том, что если бы мобилизовать всю Верховную Раду Украины, война закончилась бы в этот же день. Война закончилась бы в этот же день. Ну и насколько она права, скажите. Ну, я вот согласен полностью с ней. Вы пишите. Боитесь тут писать? Ну, в телеграм-канал. Вот, подпишитесь, там напишите. Будем рады адекватным гостям, людям. У нас, кстати, небольшое пополнение, да. Те, кто не знает, у нас Валера тоже подписан, да. Ну, вы знаете, да, Валера Макеев канал ведет
Фрау Инна также у нас в телеграм-канале. Так что у нас есть о чем обсудить. Ну злой печенька, как же без него? Тоже, да. Всем огромное спасибо. Так что бурные бывают, идут дискуссии. Добро пожаловать. Подписываемся. Также не забываем подписаться на этот каналчик. Лайк, комментарий. Все как положено. Спасибо, что досмотрели до конца. Добра, удачи.